Кошка рожает человеческого ребенка и оставляет хозяина в шоке. Как это возможно? Как животное может родить ребенка? Именно с такой сюрреалистичной сценой столкнулся Ричард. Фермер, известный своей скрытностью, когда утром зашел в амбар на своей ферме. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Ричард был человеком, который однажды потерял все и не нашел в себе сил вернуться к прежней жизни. Когда-то он был полон мечтаний и планов. Вместе с любимой женой Рэйчел они построили красивое ранчо «Голубой склон» в живописных холмах вблизи небольшого городка. Там они смеялись, работали и мечтали о большой семье. Но болезнь пришла внезапно. Рэйчел все чаще жаловалась на боль, и диагноз «рак» поверг Ричарда в отчаяние. Он тратил все сбережения на лучших врачей, возил жену по штатам в поисках лечения, но никакие деньги и старания не могли остановить болезнь. В последние недели жизни Рэйчел лежала в комнате, превращенной в лазарет, а Ричард держал ее за руку, стараясь не показывать отчаяния. А когда она засыпала, он выходил на крыльцо и, глядя на звезды, молился и умолял судьбу дать ей еще время. После ее смерти дом опустел, а сам Ричард стал лишь тенью того жизнерадостного человека, которым когда-то был. Он полностью закрылся от друзей, перестал общаться с соседями и редко появлялся в городе, где все напоминало о Рэйчел. Любимое кафе, старый книжный магазин, где они выбирали романы для вечеров. Единственный, кто поддерживал его в молчаливом одиночестве, была Белла, белая кошка, которую они когда-то взяли котенком. С тех пор, как Рэйчел ушла, Белла не отходила от хозяина ни на шаг, словно чувствуя всю тяжесть его утраты. Со временем Белла забеременела. Ричард, хоть и пытался казаться равнодушным, заботился о ней с трогательной внимательностью, обустроил в старом амбаре мягкую подстилку, приносил ей теплое молоко и свежую воду. Часто сидел рядом вечерами, рассказывая о том, как прошел день. Он вспоминал, как Рэйчел мечтала, что Белла когда-нибудь приведет котят, и теперь эти воспоминания были для него болезненно сладкими. Белла отвечала преданным взглядом и тихим мурлыканьем, будто говорила, что понимает каждое его слово и делит с ним эту тишину. В одно холодное утро Ричард заметил, что Белла пропала. Обычно она всегда встречала его у крыльца, но в этот раз нигде не было слышно даже ее дыхания. Ричард забеспокоился и начал поиски. Обошел двор, заглянул в сарай, в старые загоны. Его тревога нарастала с каждой минутой, пока он не услышал сдавленное мяуканье из амбара. Ворвавшись внутрь, он увидел Беллу, которая лежала на боку, окруженная котятами. Но среди них что-то сразу бросилось в глаза. Маленький человеческий младенец с розовой кожей, прижавшийся к кошке, будто к собственной матери. Ричард замер. Его мысли метались. Это невозможно. Но младенец шевелился и тихо издавал звуки, доказывая, что это не видение. В дальнем углу амбара раздался слабый шорох, и Ричард увидел молодую женщину с растрепанными волосами. Ее лицо было бледным, одежда в пятнах крови и грязи. Она подняла руки, словно сдаваясь. «Пожалуйста, не стреляйте», — дрожащим голосом попросила она. Ричард опустил ружье, не понимая, что происходит. Женщина рассказала, что ее зовут Мэдди, и что она сбежала от своего парня Джека, который угрожал убить ее и ребенка после рождения. В отчаянии, не зная, куда идти, она забралась в амбар, где у нее начались роды, и Белла была единственной матерью, способной согреть новорожденного. Она не хотела никому навредить, просто надеялась, что кто-нибудь найдет малыша и спасет его. Ричард, всегда считавший себя равнодушным к людям, после потери Рэйчел вдруг ощутил, как его сердце дрогнуло. Он не мог выгнать Мэдди и ребенка.
Вместе с соседкой Джейн они перенесли женщину и младенца в дом, обогрели, накормили. Мэдди, обессиленная после родов и скитаний, долго спала, а Ричард с удивлением обнаружил, что может часами сидеть рядом, держа малыша на руках и чувствуя, как теплота этого маленького существа пробуждает в нем забытые чувства. Прошло несколько спокойных дней, но вскоре возле их ворот появилась старая машина. В ней сидел Джек. Он не подошел к дому, но часами следил за происходящим, словно выжидая момент. Ричард понял. Опасность близко. Он вышел к машине, предупредил Джека, что если тот не исчезнет, Ричард сам найдет способ навсегда отвадить его от семьи. Но Джек не ушел. Вскоре Белла вернулась на крыльцо с дрожащими лапами, а на ее ошейнике была записка: «Ты выбрал, теперь плати». Кошку срочно отвезли к ветеринару. И только чудо и быстрые действия старого друга Ричарда, доктора Густава, спасли ей жизнь. Беллу отравили. Ричард был в ярости и готов был в любой момент броситься за Джеком. Но на следующее утро приехала полиция. Ночью на горной дороге машину Джека нашли перевернутой. Он погиб, судя по всему, потеряв управление в пьяном состоянии. Ричард испытывал смешанные чувства. Он не желал смерти этому человеку, но теперь знал, что угроза миновала. С этого дня атмосфера на ранчо изменилась. Мир стал возвращаться. Ричард официально оформил усыновление малыша, которого назвали Марком, и начал воспринимать его как собственного сына. Мэдди все чаще смеялась и улыбалась. Ее глаза перестали выражать постоянный страх, а в голосе вновь звучала надежда. Ричард с удивлением для себя понял, что хочет, чтобы Мэдди и Марк остались с ним навсегда. Он начал радоваться каждому дню и даже снова взялся за дела по хозяйству, приводя ранчо в порядок, так как Рэйчел всегда мечтала. Спустя несколько месяцев Ричард, собравшись с духом, сделал предложение Мэдди прямо на веранде дома. Он встал на одно колено, взял ее руку и сказал: «Ты изменила мою жизнь. Я хочу, чтобы мы были семьей. Выходи за меня». Мэдди ответила согласием, не сдерживая слез радости. Свадьба прошла на ранчо, простая, но теплая, с друзьями, соседями и, конечно, с Беллой, гордо вышагивающей с подушечкой для колец на ошейнике. С этого дня голубой склон стал не только домом для Ричарда, но и местом, где он вновь обрел счастье. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.